Он держал ее словно редкий экспонат, приобретенный для поддержки семейного имиджа. Жена-трофей, купленная на волне корпоративного слияния, чтобы угодить старшим поколениям. Дэниел Хартфорд, хладнокровный и властный магнат, игнорировал Лилиан Брукс почти год, считая ее частью бизнес-планов. Лилиан, талантливый архитектор, потерявшая вдохновение и тонущая в рутине, снова зажила, когда вернулась к проектированию. Лишь короткое сообщение от нового руководителя вызвало у Дэниела неожиданный всплеск ревности, о которой он сам не подозревал. Их встреча проходила в стеклянном небоскребе Хартфорд Корпорейшн в центре Чикаго. Холодный интерьер, панорамные окна с видом на озеро Мичиган и сияние города создавали впечатление трона современного божества. Здесь не решались сердечные дела, а только деловые союзы. Но именно здесь судьба Лилиан оказалась определенной. В свои 32 года она наследовала архитектурную фирму Brooks Construction, которая когда-то славилась элегантностью, но теперь едва держалась на плаву после неудачного управления ее отца. Дэниел, 36 лет, управлял глобальной империей, построенной на основе семейного бизнеса, и рассматривал Лилиан не как женщину, а как актив для поглощения. Все решалось по настоянию старейшин семей: сделки, долги, укрепление дружбы и объединение имен. Лилиан, вынужденная согласиться, сохраняла достоинство, понимая, что ее выбор стал залогом спасения семьи. Свадьба, прошедшая через месяц, была демонстрацией роскоши, холодной и безэмоциональной, похожей скорее на корпоративный банкет. Дом Дэниела за пределами города был минималистичной крепостью: бетонные стены, дизайнерская мебель, окна во всю стену, подчеркивающие его власть. Лилиан жила в этом доме, как в витрине, лишенная пространства для себя. Любое ее предложение оживить интерьер отвергалось. Ее спасением стал Фрэнк Дэвис, владелец небольшой архитектурной студии в центре Чикаго. Студия, полная света, дерева и живой энергии, была полной противоположностью холодной резиденции Хартфордов. Там Лилиан снова ощутила себя архитектором. Она вернула свое имя, свои проекты и независимость. Возвращение к работе стало ее тихим бунтом. Дэниел, сначала раздраженный переменами, не мог избавиться от ревности, когда Лилиан привлекла внимание Фрэнка. Его привычный контроль начал рушиться, а ледяная маска треснула, открыв чувство, которое он не осознавал целый год. Конфликт достиг апогея, когда Дэниел обнаружил сообщение Фрэнка. Лилиан твердо отстояла свою позицию. Она архитектор, а не предмет собственности. Противостояние открыло им глаза. Для Дэниела это была ревность и желание быть тем, кто ценит ее ум и талант, а для Лилиан — возможность сохранить себя и свою жизнь. С этого момента отношения изменились. Лилиан вновь стала собой, а Дэниел научился видеть в жене не объект для контроля, а личность. Они начали строить совместную жизнь на уважении и равенстве, сохранив внешние формальности семьи, но впервые открыто доверяя друг другу. Их слияние стало личным, а не корпоративным. Два человека, прежде связанные контрактом и обязанностями, наконец нашли путь друг к другу. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.